Есть растение, которое тысячи лет считалось пищей силы. Его выращивали древние цивилизации, его ценили целители, а некоторые народы называли его зерном жизни. Сегодня это растение снова возвращается на кухне людей, которые ищут натуральные и полезные продукты. Речь идет об амаранте. Маленькие золотистые зерна этого растения скрывают в себе удивительный состав. Амарант богат белком, минералами и редким природным соединением скваленом, которое помогает защищать клетки организма. Сегодня мы разберемся, чем полезен амарант, как он влияет на организм, кому он особенно подходит и как правильно его употреблять. Амарант – это растение, которое выращивали еще тысячи лет назад, но главное не в его возрасте, а в его составе. В амаранте содержится полноценный растительный протеин, кальций, железо, магний, витамины группы В, клетчатка и редкое соединение сквален. Особенность амаранта в том, что его протеин содержит лизин-аминокислоту, которой очень мало в большинстве злаков. Поэтому амарант считается одним из самых питательных растительных продуктов. Одно из самых заметных свойств амаранта – это поддержка энергии. В его составе есть сложные углеводы, магний и железо. Эти вещества участвуют в процессах образования энергии в клетках. Магний помогает нервной системе и мышцам работать правильно, а железо участвует в переносе кислорода в крови. Поэтому амарант может быть полезен людям, которые чувствуют усталость, снижение энергии или слабость после нагрузки. Амарант также может поддерживать здоровье сердца и сосудов. Особенно интересен сквален – природное соединение, которое помогает защищать клетки и участвует в важных обменных процессах организма. Кроме того, в амаранте присутствуют клетчатка, магний и калий, которые помогают поддерживать нормальную работу сердечно-сосудистой системы. Амарант также полезен для пищеварения. Он содержит довольно много пищевых волокон. Клетчатка играет важную роль для кишечника. Она помогает поддерживать нормальное пищеварение, улучшает работу кишечника и способствует развитию полезной микрофлоры. Еще одна важная особенность амаранта – он не содержит глютена, поэтому его могут использовать люди, которые стараются избегать продуктов с глютеном. Интересно и то, что амарант содержит значительное количество кальция. Этот минерал необходим для костей, зубов и нормальной работы мышц. Поэтому амарант может стать хорошим дополнением к разнообразному рациону. Иногда амарант называют суперпродуктом. Хотя это слово часто используют слишком свободно, у амаранта действительно есть ряд особенностей. Он содержит больше протеина, чем многие привычные злаки, а его аминокислотный состав считается более полноценным. Также в нем присутствуют важные минералы и природные соединения, которые редко встречаются вместе в одном продукте. Интересный факт – амарант относится к растениям, которые способны расти даже в сложных условиях. Он устойчив к засухе и может давать хороший урожай там, где другие культуры растут хуже. Именно поэтому некоторые специалисты считают амарант одной из перспективных культур будущего. Сегодня его все чаще выращивают и используют в разных странах мира. Амарант можно употреблять разными способами. Самый простой – приготовить его как кашу. Обычно берут одну часть зерен и 2 или 3 части воды. Варят амарант примерно 20 минут. После приготовления зерна становятся мягкими и приобретают легкий ореховый вкус. Амарант можно добавлять в супы, салаты, овощные блюда, каши и даже в выпечку. Также из амаранта делают муку, которую используют для приготовления хлеба, блинов и других блюд. Некоторые люди добавляют амарант в смузи или йогурт, это простой способ разнообразить питание. Сколько же амаранта можно употреблять? Обычно достаточно 2 или 3 столовых ложек в день. Этого количества достаточно, чтобы получить полезные вещества. Лучше всего вводить новые продукты постепенно и наблюдать за реакцией организма. Хотя амарант считается безопасным продуктом, в некоторых случаях нужно соблюдать осторожность, например, при индивидуальной непереносимости или при некоторых заболеваниях почек. Если есть серьезные ограничения в питании, лучше обсудить изменение рациона со специалистом.
Есть еще один интересный момент. Амарант часто называют псевдозерновой культурой. Это значит, что он используется как злак, но ботанически относится к другой группе растений, и именно поэтому его состав отличается от обычных зерен. Благодаря этому амарант может дополнять рацион и приносить разнообразие в питание. Интерес к амаранту сегодня снова растет. Многие люди начинают возвращаться к натуральным продуктам, которые использовались еще нашими предками. И иногда оказывается, что такие простые растения могут иметь очень богатый и интересный состав. Амарант – один из таких примеров. Он сочетает в себе питательность, полезные вещества и множество способов приготовления. Иногда именно в таких древних растениях скрываются простые и полезные решения для современного питания. Если вам интересны такие растения, природные продукты и их свойства, обязательно поддержите канал. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео о редких растениях, полезных продуктах и природных секретах здоровья. На этом канале мы продолжаем открывать удивительные растения, о которых знали наши предки и которые могут быть интересны и сегодня. Спасибо, что смотрите, и до встречи в следующих видео.